Начинаем с быстрой диагностики, чтобы понять, кто я, сколько во мне мужской и женской энергии. Причем неважно, вы в отношениях или нет, начинаем всегда с себя. Поэтому схематично рисуем прямоугольник. Это вы, такой вот прекрасный сосуд, в котором есть и мужская, и женская энергия. Задаете себе вопрос, сколько во мне хочу и сколько могу и делаю. Быстренько пробегаетесь по своим желаниям, вспоминаете, сколько из них вы реализовали сами, сколько сейчас в вашей жизни каких-то желаний и мечт, к которым вы стремитесь, и знаете, что вы совершенно спокойно можете самостоятельно всего этого достичь. И вот глядя на все это, прикидываете, насколько ваше «хочу» соответствует с вашим «могу». Как чувствуете, как в вашем случае и на сегодняшний день обстоят дела, так и рисуйте. Чисто для вас. Делиться ни с кем не надо, показывать, отправлять на проверку тоже никто этого не увидит, поэтому будьте с собой честны, ничего не скрывайте. Как есть, так и рисуйте. Ну и пишите, да, например, столько хочу, столько могу. Если вы, например, один или одна, и вас такое положение дел вполне себе устраивает, то и хорошо. Ничего с этим делать дальше не нужно. Если вы смотрите и понимаете, что ваших «хочу» намного больше, чем «могу», то нужно подтянуть «могу». Как? Поработать над своей мужской энергией. И наоборот, если «хочу» слабовато, то работайте над «хочу», то есть над женской энергией. Кто в паре, рядышком рисуем своего партнера. Такой же прекрасный сосуд у меня, что мой, что соседний, не совсем ровный, но нам для диагностики это совершенно не важно. В принципе, как и в любой другой арт-технике. И теперь, например, если вы понимаете, что вот середина, например, вот так проходит, да, и получается, что ваше «хочу» больше, чем 50% от настолько, это значит, что у вашего партнера будет наоборот. У него будет столько «хочу», сколько равно вашему «могу», и столько «могу», сколько соответствует вашему «хочу». Равновесие и баланс. Если смотрите на эту ситуацию и понимаете, что нет, что-то это вообще никак не похоже на вашего партнера, у него не столько «могу», значит, нужно посмотреть на себя. Возможно, вы не совсем честно нарисовали свое «хочу» или свое «могу». Потому что партнер – это всегда зеркало. По человеку, который рядом с нами, можно всегда четко и честно увидеть ситуацию, какой вы, через призму взгляд на другого. Поэтому, если видите, что нет, ваш партнер не такой, то начинаем всегда с себя. Не мучаем других, не воздействуем напрямую на других. Все делаем только через себя. Поэтому корректируйте первый сосуд так, чтобы он гармонично и честно отражал и вашего партнера. Когда дошли до картины того, что есть на самом деле, переходим к арт-технике. Друзья, кто из вас не в паре, а один, рисуйте только для этой техники один сосуд. И все, что я буду сейчас рисовать на пару, вы рисуете только на своем прямоугольнике. Почему рисуем на паре? Потому что здесь все сложнее и интереснее. И многим девушкам, кто в отношениях, и пока не понимает, почему есть проблемы, ссоры, недоразумения, склоки, нападки друг на друга, нарисовав сейчас два сосуда и посмотрев со стороны на ситуацию, очень велика вероятность, что придет инсайт и понимание, что не так, что можно подправить, чтобы уже сегодня получать кайф, наслаждение, удовольствие, радость от своих взаимоотношений с партнером. Для этого сначала рисуем сосуды вот в той пропорции, которую вы получили. Художественная ценность здесь не столько важна, сколько ваше осмысление, все инсайты, вопросы и ответы, которые будут приходить. Поэтому никакой критики по отношению к тому, насколько ровно, насколько красиво, насколько это художественно. Вообще забейте. Здесь важен сам процесс. Поэтому к самому рисунку, прошу вас, не придирайтесь. Главное здесь именно в том, сколько нового вы узнаете о себе, о своем любимом человеке и о той ситуации, которую вы нарисуете. Посмотрите на нее со стороны и поймете, что происходит на самом деле. Я и другой, мой второй. Можете подписать как угодно. Вася, Петя, муж, супруг, партнер,
как хотите. Наносим уровни «хочу», «могу», «делаю», мужской, женской энергии и на первом, на втором прямоугольнике. У меня рисунок будет чисто учебный для вас. Возьму классическую схему, где у женщины, например, 80% «хочу», у мужчины столько же тогда «могу». И сейчас берем какую-то одну мечту. Крупную, серьезную, такую многоходовочку. Не просто желание, которое можно пойти и по-честному завтра уже сделать, а что-то, что требует усилий, времени и несколько шагов для реализации. В общем, берите что-то действительно такое серьезное. Я для примера возьму заветную мечту многих женщин. Давайте, пусть это будет поездка на Мальдивы. И вот, например, я в отношениях, и я хочу с любимым поехать на Мальдивы. В виде круга рисую мое желание поездки на Мальдивы. Теперь провожу линию моей эмоции, что я чувствую, когда я думаю о Мальдивах. Какие картинки я вижу, какие образы приходят, какими эмоциями заряжены все эти картинки, которые я вижу, как мы с любимым на Мальдивах. И через руку и карандаш передаю эту эмоцию в виде линии на рисунок. Кто рисует нейрографику, вы рисуете нейролинии. А я рисую линию эмоций. Кто рисует со мной, вы рисуете ее тоже. Это линия, которая похожа на струйку дыма. Или знаете, когда зажигаете ароматическую палочку, вот эта вот красивая струйка дыма, которая растекается, вот примерно на это ваша линия эмоций и похожа. Проводим ее слева направо. Теперь смотрим на своего партнера и на его «могу». То есть я-то Мальдивы хочу. Что он сделает с этим «хочу» на своей стороне в плане «могу»? Он, например, на все это будет зарабатывать деньги. Вот это его «могу» и делаю. Его вклад в мое желание и реализация уже на его стороне. Теперь идем дальше. Но у меня тоже есть немножко «могу». И если он, я здесь нарисую, отвечает за деньги, то я со своей стороны на свое могу взять, например, поиск отеля. И еще легко могу найти, забронировать нам билеты. Провожу линию эмоций того, что уже и отель выбран, и билеты есть, и что я от этого чувствую. И теперь на стороне моего любимого. У него тоже есть свои «хочу». И чтобы ему легче зарабатывалось и выполнялось его «могу» и «сделаю» в плане нашей мечты полететь на Мальдивы, у него тоже должно быть свое «хочу», которое будет его подкреплять, вдохновлять и заряжать. Для чего он, имея свое «могу», для чего он может хотеть поехать на Мальдивы? Ну, первое – это, конечно же, порадовать свою женщину. Я думаю, большинство мужчин как раз именно ради этого и впрягаются в такие большие «хочу» своих любимых. И каким еще своим таким «хочу» его можно зарядить, чтобы он еще больше хотел реализовать Мальдивы? Ну, например, пусть его можно замотивировать рыбалкой и да просто отдохнуть, выспаться наконец-то, чтобы никуда не бежать, а устроить себе отдых. Для арт-техники этого достаточно. Кто рисует нейрографику, еще добавляете нейролинии и все вместе переходим к скруглению. Для чего? Чтобы как можно дольше побыть в рисунке, зарядиться, посмаковать. И сейчас, когда будем заниматься тем, что скругляем пересечение, допустим, находясь на объекте Мальдивы, задача во время скруглений погрузиться, прочувствовать, еще больше себе представить образы, картинки, как вы там отдыхаете, прям повизуализировать, как будто вы уже там, как это будет выглядеть. На стороне вашего партнера, когда будете скруглять, представьте, как легко ему это будет даваться, как быстро у вас все получится, насколько сильным будет его «могу», что легко и быстро получите реализацию вашей мечты. И так делайте с каждым из объектов на рисунке. И теперь можно приступать к раскрашиванию. Как хочется. Никаких правил. Полная свобода. Любые цвета. В любом виде. Я, как обычно, буду раскрашивать пообъектно. Каждому из них придавать тот цвет, который у меня с ним ассоциируется. Но прежде мне хочется наполнить эту картинку позитивом и яркостью. Для этого беру
Вырви глаз цвета, как обычно. Вы меня знаете, я любитель, чтобы было прямо ух, как ядрено. И добавляю на рисунок линий моих эмоций. Что я чувствую и что я хочу чувствовать, как я хочу, чтобы это было. С какими эмоциями мне это ассоциируется. И именно эти эмоции, финальные эмоции, которые я хочу получить от этой мечты, их я переношу в виде воздушных, легких линий на рисунок. Участницы клуба без ограничений. Принцип нанесения этих линий такой же, как у нас был в арт-технике. Денежная техника, точка А, точка Б. Если так вышло, что вы смотрите на свой рисунок и понимаете, что вам не нравится, причем не нравится именно распределение мужской и женской энергии, не нравится у кого какие обязанности, вообще вы хотите все не так, то здесь нужно сесть и подумать, во-первых, что конкретно вы хотите, чтобы какое распределение мужской и женской энергии в вашей паре было и кто за что отвечал. И начинаете с себя отдельно рисуете сосуд с собой, смотрите и работаете прежде всего со своими энергиями. Какую из мужскую или женскую вам нужно усилить, увеличить. И занимаетесь ею. Партнера не дергаете, не насилуете, не исправляете. Начинаете всегда с себя и работаете только с собой. Как только доведете себя и свои энергии мужские, мужскую и женскую до того состояния, которое устроит вас, автоматически по закону системы и равновесия баланса в системе в отношениях, ваш мужчина тоже потихоньку подтянется. Поэтому работайте с собой, начинайте с себя. Ну и теперь как раз возьмусь за все объекты. Каждому придам объем, назначу свой цвет, чисто на моих ассоциациях, интуитивно, по радости, по воодушевлению, по чувству детского драйва и азарта. Вам предлагаю сделать то же самое, но, как обычно, не настаиваю, раскрашивайте, как вам хочется, как вашей душе угодно. Друзья, всех благодарю за то, что были со мной, смотрели это видео. Надеюсь, оказалось вам очень полезно. Ставьте свои лайки, пишите комментарии и увидимся в моих новых видео. Всем пока-пока!